Привет, друзья! Вы на канале Need for Travel, канал о велопутешествиях и путешествиях в принципе. И нас местные жители часто спрашивают, где мы взяли велосипеды. Они думают, что мы взяли их на прокат. Но потом мы рассказываем, что мы их привезли с другой страны, и они удивляются. В общем, мы выяснили, что людям интересно, как же провозить велосипеды в самолетах, поездах и тому подобное. Поэтому в этом видео мы как раз поделимся своим опытом, так как уже объездили 14 стран и нам есть что рассказать. Нужно помнить, что велосипед — это спортивное снаряжение, и обычно его провоз не входит в состав основного багажа. Как правило, за велосипед нужно платить отдельно, и это, скорее всего, будет недешево. Например, когда мы летели авиакомпания Pegasus, нам это обошлось 40 евро за один перелет, за один велосипед. У компании AirAsia это было $37 за один велосипед. Но у некоторых авиакомпаниях в правилах перевозки нет правил перевоза спортивного снаряжения, как это было у авиакомпании Air China, где нам пришлось заплатить за велосипеды как за дополнительный багаж, аж $120 за один велосипед. Если на сайте авиакомпании вы не нашли правил перевозки спортивного снаряжения, то свяжитесь с представителями авиакомпании и уточните, как же вам привезти свои велосипеды. Небольшая ремарка по поводу велочехлов. Существует 4 вида: жесткий, полужесткий, коробка и тряпчаный. Жесткие и полужесткие, они дорогие, они, конечно, надежные, но стоят до 400 евро, и их нужно потом по прилету где-то оставлять, где-то хранить. Коробку можно найти в большинстве веломагазинов, потому что она используется при продаже велосипеда. Но, возможно, веломагазины потом их просто выбрасывают, и вы не сможете найти, есть и такая вероятность. Мы же используем тряпчаные велочехлы, они стоят дешево, и их можно положить в велобаул. Итак, для разбора велосипеда нам понадобится велосипедный мультитул. Куплен в обычном веломагазине. У него есть педальный ключ и есть еще специальный ключ для снятия цепи. Если этот педальный ключ вам не подходит, вам понадобится обычный ключ на 15. Дальше нам понадобятся велочехлы. У нас 2 велосипеда, 2 велочехла. Следующее, что вам понадобится, это упаковочный материал. Этот материал мы нашли в аквариумном магазине, он достаточно дешевый и используется для аквариумных фильтров. Для того, чтобы не спеша и правильно упаковать велосипеды, мы в аэропорт приезжаем не за 2-3 часа до вылета, как это рекомендуют делать, а еще раньше. Обычно на разборку велосипеда мы выделяем с небольшим запасом 2 часа, то есть примерно по часу на каждый велосипед. А значит, приезжаем за 2-3 часа до начала регистрации на рейс. Ну так, на всякий случай. Когда мы уже приехали в аэропорт, то начали с того, что разрезали цельный большой кусок материала на нужные нам размеры и начали обклеивать раму велосипеда в стоячем положении. После этого мы откручиваем руль и кладем велосипед боком. Пока я откручивал велосипедную ножку, Оля разложила велочехлы на полу. В этот раз нам было удобнее разбирать велосипед в лежачем положении. Можно, конечно, делать это, перевернув велосипед, но в этом случае не нужно так рано откручивать руль. Смотрите, как вам удобнее. Снимаем колеса, не потеряйте пружинку. Раскручиваем и вытягиваем эксцентрики с каждого колеса. Если у вас гидравлические тормоза, то нужно ставить заглушку между колодками. Теперь нужно убедиться, что чехлы цельные, потому что мы их раньше использовали и что в них нет порезов. Нашим велочехлам уже целых 8 лет, и мы выяснили, что их можно починить армированным скотчем. И, кстати, этот скотч может починить не только велочехлы. Мы обычно снимаем педали, пока велосипед находится в стоячем положении. Левая педаль откручивается по часовой стрелке, а правая против часовой. Если у вас не откручиваются педали, нужно ехать к мастеру. Он возьмет ключ на 15, вставит сюда трубу длиннющую, сделает рычаг и открутит. А в аэропорту что делать? Ничего, придется ехать с закрученными педалями. Тогда у вас порвется велочехол.
Теперь нужно спустить колеса, чтобы их не разорвало в самолете. Обычно дисковые тормоза крепятся шестигранными болтами, но не всегда. Иногда нужен специальный ключ. Все детали, такие как тормозные диски, педали и тому подобное, мы прикручиваем к багажнику велосипеда с помощью скотча или стяжек. После того, как сняли цепь, положите ее в пакетик и примотайте к велосипеду. Я приматываю специально с внутренней стороны, чтобы не порвался велосипед. Затем до конца защитным поролоном упаковываем открытые участки велосипедной рамы и кладем велосипед на заранее приготовленный для упаковки открытый велочехол. Прикрепляем колеса к раме. Для закрепления колеса лучше всего использовать обычные стяжки. С опытом мы поняли, что стяжки очень плотно фиксируют детали к велосипеду и не дают возможности этим деталям расшататься в перевозке. Обратите внимание, что перед данной поездкой нам не удалось найти крепких стяжек. Нашли только такие маленькие, не очень крепкие и использовали их. Так что некоторые стяжки при транспортировке даже порвались. Поэтому, когда будете готовиться к перевозке велосипеда, то позаботьтесь о покупке качественных стяжек заранее. Как видите, колеса мы прицепили с двух сторон по центру рамы. Руль также фиксируем к раме параллельно вилке. После этого рама устойчиво стоит на колесах и можно спокойно закрывать чехол. Но перед этим, если позволяет вес, потому что разные авиакомпании выделяют разный вес на провоз велосипеда, обычно это 15-20 или 30 кг. Например, у AirAsia был лимит до 15 кг. Так вот, если вес позволяет, то цепляем к велосипеду еще некоторые личные вещи. Например, отлично подходит палатка. Особенно это актуально, если у вас перевес багажа или просто если не хотите таскаться с вещами во время пересадки, если она предполагается. Но учтите, что по правилам перевозки багажа в велочехле должны быть только велосипед и велосипедные принадлежности, насос, инструменты для сборки велосипеда, велобутылка, шлем и так далее. Но их тоже надо плотно крепить к велосипеду скотчем или стяжками, чтобы они не открепились при перевозке велосипеда. Но если будете крепить дополнительные вещи к велосипеду в велочехол, то будьте готовы, что на стойке регистрации их могут попросить вынуть из велочехла. Такое случается крайне редко, с нами случалось это всего один раз, но если положить в палатку в черный пакет и хорошенько ее примотать к велосипеду внутри рамы, то спокойно можно ее провозить. Если есть такая возможность, то можно воспользоваться специальной тележкой, которые должны быть во всех аэропортах. Теперь тащим велосипеды к стойке регистрации. Обязательно нужно позаботиться о том, как будут переноситься велосипеды. Это даже прописано в правилах перевозки у некоторых авиакомпаний. Можно сделать своеобразную ручку из скотча, но мы же используем в качестве ручки сиденье велосипеда. Особенно хорошо будет, если вы его тоже упакуете, хотя бы завернете в пакет и обмотаете это все скотчем. В билетах уже указано, что велосипеды были оплачены при покупке билетов. И так как это спортивное снаряжение, то обычно на него наклеивают еще и пометку «хрупкое» или по-английски «fragile» и отправляют уже с сотрудниками аэропорта прямо до самолета. Вам же остается только помахать велосипеду ручкой и ждать его в месте назначения. Ну и, конечно же, молиться, чтобы грузчики с ним обращались не так жестко. Главное помнить, что упаковка велосипеда в первую очередь нужна вам. Если вы прилетели и пришли в место получения багажа, но на ленте не обнаружили ваших велосипедов, не стоит волноваться, скорее всего, ваши велосипеды находятся в месте получения негабаритного багажа. Или нужно просто немножко подождать, и работники аэропорта вам их вывезут. На сбор велосипедов мы выделяем примерно столько же времени, сколько и на разбор, то есть около 2 часов. И если вы все хорошо упаковали, то отделайтесь только слегка порванным велочехлом. Если все в порядке, собираем велосипеды по той же схеме, что и разбирали. Поролон можно не выбрасывать,
он вам еще пригодится при обратном перелете. А сейчас мы расскажем, как перевозить велосипеды в поездах. Для перевозки велосипеда в поезде в странах СНГ достаточно всего лишь открутить переднее колесо, то есть не нужно полностью разбирать велосипед, но велосипед нужно упаковать в велочехол. Чтобы перевезти велосипед в автобусе, упаковывать его нужно так же, как и для поезда. Перевозка велосипеда в автобусах Азии недорогая или даже бесплатная. Но что делать, если велочехла у вас пока еще нет, а друзья зовут в велопоход уже завтра утром, и купить велочехол вы никак не успеваете? На этот случай купите просто пищевую пленку и обмотайте ею велосипед. Я разок так делала. Перевозка в поездах СНГ, кстати, бесплатная. Но учтите, что не во всех странах можно перевозить велосипеды в поездах. Например, во Вьетнаме и Китае мы заказывали доставку на вокзале и ждали их 2-3 дня. Иногда доставка велосипедов обходилась в 2 раза дороже, чем наши билеты на поезд. Для перевозки велосипеда в электричке можно его даже не упаковывать, но тогда велосипеду придется купить билет. Так или иначе, куда бы вы ни собирались путешествовать, пусть вопрос перевозки велосипедов вас не останавливает. Мы за то, что свой проверенный велосипед всегда лучше прокатного, даже если это обойдется немного дороже. Ну а вы решайте. Если вам интересно, какие еще мы берем вещи с собой в велопоход, то это у нас есть в отдельном видео, вот здесь вот будет ссылочка. А еще прикрепим ссылочку в описании. Кстати, интересно, приходилось ли вам перевозить велосипеды и какой был ваш опыт? Пишите свои ответы в комментариях. А если это видео было полезным и интересным, то подписывайтесь на наш канал и ставьте ему лайки. Пока-пока!